Привет, ребятки! Сейчас все стараются следить за питанием, не есть все подряд, и я в их числе. Там же ешек полно, я это есть не буду. А вот в детстве всегда хотелось чего-то такого вкусненького и супер вредного. Вот, например, я очень любила есть мивину. Но не заливать кипяточком, как положено, а так, грызть сухую. Я посыпала ее специями и грызла. А она такая хрустящая, вкуснее всяких чипсов. О, ти що з голодного краю? Хто теж так колись робив, з вас вподобаєчка. Помню, как одним летом в наше село завезли растворимые напитки Юпи, Инвайт и Зуко. Кто не знает, это такой фруктовый порошок, растворяешь в воде и получаешь напиток. Просто добавь воды. Ну да, вы сейчас напишите в комментах: боже, какая ты старая. Ну, що маємо, те маємо. Так вот, эти напитки были такие популярные, что их пил каждый ребенок. А моя соседка так вообще своих собак так и назвала. Одного Юпи, второго Инвайт. И мы с сестрой частенько бегали в магазин за этими напитками. У нас всегда были какие-то карманные деньги. Дедуля постоянно подкидывал нам деньжат за какие-нибудь добрые дела. Вот, например, принесешь ему водички попить на огород, а он тебе за это 5. А если на рыбалку ему бутерброд принесешь или еще какой-нибудь перекус, то сразу 20 гривен. Сестра обычно туда-сюда и все потратила, а я откладывала, на что-то собирала. Кажется, я знаю, у кого можно денег до зарплаты одолжить. Так о чем это я? Ах да, однажды мы с сестрой решили купить не просто по одному пакетику Юпи или Инвайт, а штук 10 разных вкусов, щоб вже напитися до схочу. Вытащили из колодца ведро воды. Сестра вытащила. У меня никогда не получалось. А сестра одной левой. Высыпали в ведро все 10 упаковочек Юпи, перемешали и стали пить. Конечно, через пару кружек в нас уже не лезло. И что будем делать с этим ведром? Жалко выливать. О! Юпи, смачный Юпи, я пригощаю. Вот так мы напоили всех соседских детей и просто прохожих. А вот еще история, которая произошла не в селе у дедушки, а в моем родном городе. Мы с подружками, когда шли гулять, частенько брали с собой карманных денег на всякие вкусняхи. И каждый раз мама спрашивала: не на сигареты? И я каждый раз отвечала: мама, ну ты что? Как ты могла такое подумать? Я же не курю. Но мама так спрашивала каждый раз. Вот прям каждый. И мне это так надоело, что после очередного «не на сигареты» я сказала: да, на 2 хватит, а 3 у кого-нибудь стрельну. Ну-ну. Я шо, дурна сигареты покупать? Мы с девчонками бегали в ларек напротив нашего дома, где продавались различные жвачки, чупики, сухарики. И как-то раз в этот ларек привезли жвачки по форме сигарет. Ну, они выглядели один в один, как сигареты, только внутри жвачка была. И у меня появилась идея. Я купила 3 такие жвачки, положила в карман своей кофты и пошла домой. Мама, мне тут кофту постирать надо. Ой, ну хоть бы из кармана все достала. Что это? Да, мама поначалу шутку не оценила, а потом... Ничего, такие жвачки. Конечно, все это так вредно, эти жвачки и Юпи. Лучше пить натуральные соки и кушать фрукты. Хочу херсонских кавунчиків. Стоять. Згинуть наші вороженьки. Смакота.